Начнем сегодня с небольшого продолжения вчерашнего ролика. После моей публикации записки Ассоциации блогеров и агентств против Яблока начался некоторый шум. Сооснователь этой ассоциации Максим Перлин опубликовал заявление в телеграм-канале. Оно как раз было посвящено этой записке. Максим Перлин пишет вот что. Записка, говорит, носила экспертно-аналитический характер и оценивала потенциальную рыночную стоимость размещений. Данная записка, пишет он, не устанавливала факт оплаты или наличие договорных отношений. Понятно, почему Максим решил написать это заявление. Именно он в ассоциации отвечает за связи с администрацией. И, видимо, записка – это его ответственность. При этом она им не подписана. И вообще никем не подписана. Она написана от имени всей ассоциации. И затрагивает, соответственно, все агентства и всех блогеров в ней состоящих. Один из депутатов Европарламента на днях сделал заявление, что он предложит рассмотреть вопрос внести под санкции всех, кто причастен к снятию с выборов Яблока, в том числе, как он написал, экспертов и доносчиков. Попадание в европейские санкции всем спискам на сайте грозит агентствам закрытием, их владельцам невозможностью жить в Европе, а многие там и живут, а блогерам деплатформингом из западных платформ, которые санкции соблюдают. Может быть, поэтому сразу после публикации моего вчерашнего ролика агентство закрыло на своем сайте доступы ко всем спискам и руководителей, и блогеров, и агентств в ней состоящих. Но, конечно же, все сохранилось в веб-архиве, и теперь у меня в Телеграме и во вчерашнем ролике ссылки именно туда. Такое беспокойство вполне оправдано, потому что сотрудничество с Родиной, которое, конечно, под санкциями в полном составе и кровище измазано с головы до пят, и участие в такой резонансной провоенной истории, как снятие с выборов Яблока, это прям большая проблема. Заявление у Максима неплохое. Здорово, что оно было сделано вообще. Однако поста в Телеграме недостаточно. Формулировки в нем слишком обтекаемые. В посте не указано, о какой именно аналитической записке идет речь. Не сказано, что она касается именно партии Яблоко и решения Верховного суда. В суд такой пост отнести сложно. Там формулировка типа «все поняли» не сработает. Завтра в 10 утра будет апелляция. Поэтому предметное, конкретное и исчерпывающее разъяснение с подписью и печатью необходимо направить в суд. Это можно сделать в том числе и удаленно, через сайт Верховного суда. Форму заявления для суда уже подготовили электоральные юристы. Я ее у себя в Телеграме выложил. Ее необходимо подписать от имени организации или одного из ее руководителей. Например, Максима Перлина. Пока это не сделано, суд имеет дело с изначальной аналитической запиской, которая по формальным признакам отражает позицию всей ассоциации блогеров и агентств и каждого ее члена. Поэтому снова обращаюсь ко всем блогерам, которые обслуживаются в агентствах, состоящих в организации. Нельзя допустить, чтобы вашим именем от выборов отстранили единственную в России антивоенную партию. И чтобы вы оказались по факту в одной упряжке с депутатом Алексеем Журавлевым, регулярно призывающим к геноциду. Я обращаюсь тут к блогерам не потому, что они в чем-то виноваты. Они не знали об этой записке, никакой моральной или иной ответственности за нее не несут. Но они сейчас могут помочь. Блогеры могут поговорить с руководителями своих агентств, а руководители агентств уже с руководством этой вот АБА. В частности, я обращаюсь к Бустеру, Шестуну, Позову, Импрокому, Эдуарду Перцу, Братишкину, Столярову, Олесе Иванченко, Генсухе, а также к Конору. Все вы клиенты агентств, которые состоят в ассоциации. Объясните руководству своих агентств и попросите объяснить руководству ассоциации, как нужно поступить на самом деле. Еще лучше, если вы заявите свою персональную позицию публично. Я понимаю, что кому-то, может, не свойственны такие политические действия. Но вас Максим Перлин втянул в политику. И совершенно не с той стороны, с которой вам бы хотелось. И вы можете не промолчать, а отреагировать. Речь тут об административном разбирательстве легальных партий, не о каком-то тяжком преступлении. Участвовать в такой дискуссии законно и не опасно. Зрителей этих и других блогеров я прошу написать им, чтобы они обратили внимание на ситуацию. Писать прошу вежливо, эти блогеры ни в чем не виноваты, спокойно, но чтобы они узнали об этом. Я видел, что вы вчера писали, это очень помогло. Дело сдвинулось с мертвой точки, именно из-за блогеров, которые писали руководителям агентств, я об этом знаю.
Блогеров нельзя проигнорировать, они очень важные партнеры для агентств, поэтому если они о чем-то говорят с руководителями, это будет дальше эскалировано, и с этим что-то будет сделано. Ну вот, со вчерашней темой все. Сегодня у нас на повестке другой вопрос и обычное видео. Мы посмотрим, что за последние дни наговорили Сергей Лавров и Дмитрий Медведев. Это особенно интересно в преддверии выборов. Ведь Лавров в качестве электорального паровоза входит в первую пятерку федерального списка «Единой России», а Медведев возглавляет саму партию. Обсудим также новые удары по Вайлдберрис и недавнюю проповедь в Успенском соборе Смоленска с восхвалением начальника Генштаба. А если вы подумали о Валерии Герасимове, то нет, речь о генерал-полковнике вермахта Хансе Гудериане. Перед тем, как начнем, напомню, что по ссылке в описании у нас, как обычно, гайд «Как обойти ограничения интернета». Спонсирует этот гайд сервис MaxSwap, который выпускает виртуальные карты, с помощью которых криптовалюту можно тратить за границей, как обычные деньги. Также у нас есть рейтинг VPN-сервисов. Вы можете посмотреть, как они работают сейчас с разными провайдерами в Москве. Обратите внимание на VPN Liberty. У него идет акция 30 дней бесплатно. «14 августа министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью для медиахолдинга ВГТРК. Там он посочувствовал президенту Сербии Александру Вучичу, которого, мол, прям-таки заставили встретиться с Зеленским и подписать документ о военной поддержке Украины. Ведущая ВГТРК посчитала нужным напомнить, в 1999 году авиация НАТО безжалостно бомбила Белград, а теперь вот Сербия, вопреки всему, солидаризируется с Украиной. Не очень понятно, где здесь противоречие. Каждый день российская авиация наносит удары по городам Донбасса и живущим в них людям. Вот, например, как описывает происходящее автор Z-канала Кондотьеро. Краматорск, Славянск. ВКС продолжают масштабные ковровые бомбардировки агломерации. 2 города просто стираем. Так почему же Сербия, как славянская страна, пережившая бомбардировки в 99-м, не может проявить солидарность к другой славянской стране, которую бомбят прямо сейчас? Более того, когда ВКС России к осени 22 года стали уничтожать украинскую энергетику, российская дипломатия начала ссылаться как раз на опыт стран НАТО, наносивших удары по энергообъектам Югославии. Министерство Лаврова прямо проводит параллель между российской армией и натовской военщиной образца 99-го. Так какие тогда могут быть вопросы к Белграду, что он сочувствует Киеву? Все предельно логично. Однако самая разошедшаяся часть интервью Лаврова относилась не к Сербии. Он заявил, Путин не намерен замораживать войну на нынешней линии фронта. Обосновал Лавров это решение вот так. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов, но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства. В порядке умственного упражнения разберем цитату Лаврова по существу. В полномасштабной войне между Россией и Украиной министр характеризует действия одной стороны как боевую работу, а действия другой стороны как террористические акты. Это сомнительная риторика, но не будем углубляться в дискуссию о лицемерии. Этот разговор ни к чему не приведет. Поговорим о фактах. Если война будет остановлена, стороны перестанут бить друг по другу. Это и называется заморозить войну. В случае заморозки граждане России перестанут погибать от действий противника, которые Лавров квалифицирует как теракты. Если же война продолжится, граждане России будут гибнуть. С какой стороны ни посмотри, реплика Лаврова противоречит базовым законам логики. Ссылаясь на страдания граждан, он призывает не останавливать то, что к этим страданиям приводит. В той части, где Лавров говорит об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства, министр ненароком цитирует спор Штефанова с Латыниной. Они дискутировали, насколько весь исторический путь России зависит от разбомбленных Славянска и Краматорска. Российской Федерации сейчас предлагается заморозить войну по линии боевого соприкосновения. Путин от этого отказывается, потому что он, как лудоман в казино, со ставками и человеческими жизнями, думает, что он сейчас может забрать больше.
Мне кажется, что будущее России принципиально не изменится. Будет ли в ее составе руины Славянска и Краматорска или не будет. Мне кажется, что это не принципиально для глобального исторического будущего России. Путину кажется иначе. Лавров утверждает, что заморозить войну сейчас – это перечеркнуть подвиг дедов и прадедов. Спрашивается, а каким это образом таким? Почему не только будущее, но и прошлое России зависит от того, будет ли весь восток Украины превращен в груду кирпичей или не весь будет? И какие такие прадеды завещали Лаврову бомбить наиболее русскоговорящие города в соседней постсоветской республике? Генералы вермахта, что ли? Хронологически интервью Лаврова совпало с проповедью в главном соборе Смоленска. Это никак не связанные события, но одно с другим сильно резонирует. Здесь, в этом месте, происходили трагические события Великой Отечественной войны. Богородица вновь защитила свой дом. Руками Гудериана закрыл антирелигиозный музей, который существовал здесь все 30-е годы. Упомянутый на божественной литургии Гудериан – один из главных полководцев Гитлера. Он командовал войсками, которые прошлись по советской территории как огненный смерч. Но, как и всякие оккупанты, локально они могли и что-то хорошее сделать, особенно для пропагандистских целей. Оказать кому-нибудь из местных медицинскую помощь, например, как на этой хронике, или, например, восстановить православный храм. В связи с чем ректор Смоленской духовной семинарии Дмитрий Гомеловский возвестил, что руками гитлеровского генерала действовала сама Богородица. Но вернемся к официальным спикерам. В этот же день, когда Лавров отверг заморозку войны, военное ведомство опубликовало издевательский пост с изображением дронов камикадзе и подписью «Зимой будет вам заморозка». То есть Минобороны анонсирует сразу две вещи. Во-первых, в этом году война точно не закончится. Во-вторых, 5-ю зиму подряд российская армия будет вымораживать украинские города вместе с их жителями. При таком сценарии нет ни одной причины, чтобы ВСУ не делали того же самого с российскими городами. Сергей Лавров наверняка будет называть это беспричинными терактами. А чего это вдруг они? Только вот от этого в бетонных многоэтажках теплее никому не станет. На нынешнем этапе войны любые удары по инфраструктуре – это процесс обоюдный. Продолжим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы учите другой язык, то наверняка знаете, учить нужно каждый день, чтобы вы не вспоминали грамматические конструкции из раза в раз, а использовали их автоматически, как на родном языке. А еще крайне важна регулярная практика. Ведь то, что вы не используете, в памяти не откладывается. Так устроен наш мозг. При этом репетитора позволить себе может не каждый. Да и терпеливый друг-носитель есть тоже не у всякого. Зато у вас наверняка есть Telegram, и вы можете добавить себе ИИ-бот Чатти и практиковаться с ним. И в письме, и в говорении, записывая голосовые. Чатти не только вас поправит и объяснит, где вы ошиблись, и как нужно правильно, но и даст осмысленный ответ, чтобы вы могли практиковать реальный разговор. Давайте попробуем. Вот нас оператор тут как раз изучает английский. Hey Chatty, I'm late to my work because my cat got sick. Your sentence is clear. A more natural way is, "Hey Chatty, I'm late for work because my cat got sick." We usually say late for work, not late to my work. By the way, is your cat okay now? Ссылка на Чатти в описании. Попробуйте прямо сейчас, это бесплатно. А если вам нужен не просто бот для практики, а полноценная образовательная система, которая шаг за шагом доведет вас до нужного уровня, у создателей Чатти есть школа английского Chatty School, где совмещены занятия с преподавателем и практика с ИИ. Первый урок бесплатный. На нем определят ваш уровень и слабые места, подберут вам персональную программу под вашу цель. А дальше вас ждут занятия 1 на 1 с преподавателем, живые разговоры с носителями и практика с Чатти не даст забыть пройденное. Личный куратор будет на связи и подстроит программу под ваш темп. И вы сами заметите, как начнете думать на английском, а ваши фразы станут более грамотными. Ссылку на школу тоже оставлю в описании. По промокоду КАТС действует скидка в 50%. Спасибо, что смотрите рекламу. Она нам нужна, чтобы мы могли делать то, что считаем правильным, чтобы наш канал оставался независимым. Продолжим. Минувшей ночью украинские беспилотники ударили по крупнейшему логистическому центру Wildberries в подмосковном Каледино. Площадь объекта более 200 тысяч квадратных метров.
На кадрах оттуда чуть ли не апокалипсис. Также есть видео, снятые в Подмосковье, близ Домодедово. Там тоже горит производственно-логистический комплекс. Зимой те же самые беспилотники запросто могут полететь по российским электростанциям и котельным. Вместе с крылатыми ракетами «Фламинго». А может быть заодно и с баллистическими ракетами тоже. Их Украина сейчас вовсю разрабатывает и тестирует. Лавров никакой проблемы в этом не видит. Войну, говорит, останавливать нельзя. По закону, интервью министра нельзя считать предвыборной агитацией, хоть он и возглавляет список партий на выборах. Но звучит оно как предвыборное обещание. Мол, будем воевать, страдать и гибнуть во имя того, чтобы страдали и гибли жители Харькова, Днепра и Одессы. И всех тех городов, которые в других интервью сам же Лавров называет русскими. 12 августа на сайте партии власти была опубликована полуторачасовая видеозапись заседания экспертного совета «Единой России» по формированию новой народной программы под председательством Дмитрия Медведева. Так называемая новая народная программа – это предполагаемый план работы «Единой России» до 2031 года. Оптимисты. Позиционируется, что, мол, данная программа составлена народом и во имя народа, чуть ли не по заветам Авраама Линкольна. Однако из этой видеозаписи с Медведевым разошелся по соцсетям вот такой фрагмент. Медведев решил высказаться о неправильной российской молодежи, которую необходимо перевоспитать на примере героев спецоперации. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно, но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. Далее Медведев вспомнил, как по молодости общался с участниками Великой Отечественной войны. Но, учитывая, что обычно пишет и говорит Медведев, сложно удержаться от вопроса, а по какую сторону линии фронта воевали те участники, с которыми он общался? О неправильном воспитании молодежи в данном случае говорит человек, который точь-в-точь продолжает традиции Юлиуса Штрейхера, нацистского пропагандиста, издателя газеты «Штурмовик». Она предназначалась тем, для кого речи Йозефа Геббельса были слишком заумными. Если у российской молодежи и Дмитрия Медведева разные жизненные ориентиры, то тем лучше для молодежи и для всей России. Партия, во главе которой стоит Медведев, перед каждыми выборами презентует очередную народную программу. Старожилы вспомнят проект манифеста «Единой России» из 2002, где обещалось, что к 2005-му каждый россиянин будет получать долю от природных богатств, к 2008-му у каждой семьи будет собственное благоустроенное жилье, а к 2017-му Россия станет лидером мировой политики и экономики. Конкретно тот документ официальной программой так и не стал, но было много других программ. Одно время из каждого утюга от имени «Единой России» рекламировали план Путина. На билбордах писали «План Путина – победа России». А потом благополучно про него забыли. Зато сейчас план простой и выражается одним словом – воевать. Воевать бесконечно. Не для какой-то цели, не ради завоеваний. Руины поселков в России никому не нужны, никто там не живет и жить не собирается. Если где и остались считанные пенсионеры, им российский солдат может сказать лишь одно. «Привет, бабушка, а теперь ты в российской юрисдикции, у тебя теперь тоже нет никаких прав, голосовать ни за кого не можешь, и телеграмма с ютубом у тебя не будет, вот за это мы все и погибали». Нежелание становиться солдатом в бессмысленной войне, нежелание освобождать русских на Донбассе и участвовать в истощении России – это сейчас самая патриотическая позиция, какая только может быть. Сейчас в Инстаграме появился такой тренд. Жители городов вроде Краматорска и Славянска, те, кто еще не эвакуировались, рассказывают, как им живется под постоянными бомбежками российской армии. Рассказывают спокойно, насколько это возможно, без обвинений. Это чаще всего русскоязычный контент, поэтому он оказывается в выдаче у пользователей из России. И молодые россияне видят ролики точно таких же юношей и девушек, живущих среди таких же советских пятиэтажек. Жителю Калуги или Новомосковска непонятно, почему он должен жизнь свою посвятить тому, чтобы никакой жизни не было в плюс-минус таком же городе. Почему ради этого нужно отказываться от планов, комфорта, современных технологий? А то и от здоровья, семьи
и собственной жизни. Кому это нужно? Стране, что ли, нужно? Может быть, Петр Столыпин говорил: «Дайте государству 20 лет войны на истощение, и вы не узнаете нынешней России»? Нет, он говорил не так и имел в виду совсем иное. России нужно мирное время. России не нужно ни с кем воевать. До завтра.